Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия, всем мира и добра. Всем посылаем свет божественной любви в каждое сердце, каждое человеческое сердце на земле. Сегодня в нашем выпуске рассмотрим очень важные темы. Итак, поехали! В первую очередь рассмотрим агрогороскоп с 15 по 18 апреля 2022 года. Рассмотрим наши дела в огороде, с цветами и не только. Итак, мы попадаем как раз в очень важный период с 15 по 18 апреля. Это сожженный путь полнолуния. И только в конце 18 апреля у нас начнется очень хороший благоприятный период для посевных дел. Но давайте рассмотрим более подробно каждый день. В данном случае у нас пятница и суббота, это будет 15 и 16 апреля. Будет Луна находиться в знаке Весы, полнолуние в знаке Весы, сожженный путь полнолуния, и само полнолуние посевы не проводим. Рассада тоже, мы ее не трогаем. Очень сложное время, не только само полнолуние. Астрологи много рассказывают о том, что это очень сложный период, очень много различных аспектов нам выставляют планеты разные, поэтому мы в это время лучше отдохнем или занимаетесь техническими какими-то работами, уборкой, приборкой. В это время, я имею в виду в огороде, в саду, можно навести порядки и так далее. Но не напрягайтесь особенно в это время, берегите себя. Для цветов, а это у нас цветы, которые уже зацветают на улице, комнатные цветы, а также рассада. Все очень актуально в это время, защита от вредителей и от болезней. В знаке Весы поливы не проводим, подкормки тоже, поэтому остается вот это одно такое важное задание. И в саду уже многие спрашивают, там, где холодно, северные регионы, когда проводить защитные профилактические обработки, пожалуйста, вот 15 и 16 очень хорошие дни проводите. Зеленые операции ни в коем случае не проводим, несмотря на то, что знак как будто бы хороший. Это время полнолуния. А вот заготовки в знаке Весы прекрасно готовятся, вкус, цвет, и все сохраняется очень хорошо. Квашение не делаем, настойки тоже не делаем. Рыбалка, пожалуйста, не в любое время, сейчас апрель, это время нерестое, поэтому сейчас запрет на лов рыбы, не нарушаем его. Сбор лекарственных растений не проводим в полнолуние, и тем более в знаке Весы, но тут совпадают энергии. Если бы это было, конечно, убывающая луна, дальше будем рассматривать знаки стихии воздуха, тогда мы этот момент могли бы использовать. Сейчас пропускаем. Для комнатных овощей, все, кто на окошке, на балконе, на лоджии выращивает комнатные овощи, помидоры, огурцы и так далее, очень популярна и важна сейчас защита от вредителей и от болезней. Идем дальше. Воскресенье и понедельник, 17 и 18 апреля. Продолжается сожженный путь полнолуния 17 все сутки и 18 до 20 часов, до 21 часа. Вот можно с 21 часа уже начинать. Если не получается, нужно раньше. Вот 20 часов это граница, когда можно уже начинать посевы. Поэтому, смотрите, 17 мы ничего не сеем и с рассадой не работаем. А 18 после 20 часов можно сеять семена капусты, огурцов, зеленых культур, сидератов, кабачков, всех вершков, что вам нужно, сейте, пожалуйста, на рассаду. Очень хорошо. Я еще собираюсь другие растения здесь немножко посеять, зеленушки. В общем, что вам нужно посеять, то, что можно сделать именно на рассаду в комнате, потому что это же темно уже будет, пожалуйста, высевайте. Да, короткий период, там до 2 часов ночи всего-навсего, а затем начинается уже другой период, луна без курса, поэтому
Поэтому, пожалуйста, вот это можно до 0 часов сделать. С рассадой работаем с 21 часа до 0 часов. Далее у нас одинаковые все работы идут. С цветами актуальна защита, а также уже в Скорпионе прекрасно поливать. Поливайте, растения будут очень рады. Вот с подкормкой я бы не спешила 17-го, это еще сожженный путь полнолуния, очень горячее время. Подкормочку не надо давать, здесь очень много энергии, а вот уже 18-го вечером можно подкормочку небольшой процент давать. В саду очень актуально по-прежнему защита от вредителей болезней. Пожалуйста, поливайте там, где сухая почва, внимательно изучайте, нужны поливы, поливайте. Зеленые операции еще не проводим. Заготовки в Скорпионе очень плохо, некачественные получаются и плохо хранятся. Квашение то же самое. Настойки не готовим в Скорпионе. Ну и полнолуние тоже не очень хорошее время для этого мероприятия. Рыбалка отменяется и сбор лекарственных растений тоже отменяется. Для комнатных овощей по-прежнему актуальна защита от вредителей болезней и поливы. Добавляется вот эта работа поливы. А теперь рассмотрим рубрику «Луна для дома и для здоровья». Снова же с 15 по 18 апреля киевское время. Итак, пятница и суббота у нас одинаковые будут энергии. И полнолуние, сожженный путь полнолуния накладывают свои особенности. Поэтому смотрите внимательно. Сейчас мы, вот так вот видно, посмотрим. Печка, с печкой проблем не будет. Но вот что интересно, полнолуние очень сильная энергетика. И в это время обычно нету дождей и циклоны уходят. Но может, если все-таки где-то будет циклон, то даже если циклон и дождь и сильный ветер, будьте внимательны. Может попадать дым обратно. Поэтому будьте внимательны при моменте разжога и даже во время того, когда вы закладываете дрова, если сильный ветер, а он сейчас бушует во многих регионах и странах, будьте с этим делом внимательны. Для теста прекрасно и полнолуние, и весы. Рукоделие прекрасно, весы покровительствуют творческому делу. Вот здесь у нас очень важный момент. Надо обратить внимание на свои волосы. Не стригите, пожалуйста, волосы в полнолуние и в сожженный путь полнолуния. Это опасное время. Не стригите ногти в это время. Ну, в весах нельзя красить волосы, само собой, и тем более снова же накладывается энергия полнолуния. А вот мыть волосы можно. Уход за кожей в знаке весы не проводим. В это время клеточки не воспринимают никакие крема. А вот очистка кожи тоже не проходит, потому что еще до полнолуния у нас вот уже скоро будет. Я уже нарисовала этот момент. Мы сейчас о нем чуть-чуть позже поговорим. Ремонт в знаке весы прекрасно. Проветривание вещей при хорошей погоде отлично. А вот стирка и уборка в эти дни не рекомендуется. Качество будет не очень хорошее. Вот те, кто ждут по инкубации информацию, смотрите. Значит, по инкубации очень хорошо закладывать яйца индюков и гусей или под курицу, или под индюшку, или под гусыню. Инкубатор, вот этот хороший период 15 и 16. Используйте его. Далее идем воскресенье, понедельник, Скорпион. Смотрите, здесь практически тоже все одинаково, кроме вот этого момента с очисткой кожи. Давайте дойдем до него. Итак, 17-18 дым в Скорпионе – это обычное явление. С тестом плывет, ведет, уже два этих слова используют, два глагола, потому что кто-то понимает, что такое ведет, кто-то плывет. То есть тесто в Скорпионе нужно меньше воды или же больше муки, оно расплывается. Рукоделием не занимаемся, стрижка волос тоже не делаем. Это и Скорпион, и сожженный путь полнолуния, накладываются эти энергии не делаем. Стрижку ногтей тоже перенесите, покраска волос тоже не проходит в этот момент, мытье волос тоже, это связано со знаком Скорпион.
Вот в это время обязательно перхоть появляется после этого использования. Даже если это не шампунь, перенесите. В Скорпионе лучше не мыть волосы. Уход за кожей в знаке Скорпион прекрасно. Вот эти питательные маски делайте независимо от того, полнолуние или сожженный путь полнолуния. Используйте, это будет хорошо. И вот вечером 17 апреля начинается вот этот курс очистки кожи с помощью чистотела или других лекарственных растений. Вечером 17 начинаем. Ну и дальше, естественно, уже все дни будем проводить. Далее, ремонт и проветривание вещей не проводим. Зато в Скорпионе отлично получается стирка и уборка. Качество великолепное. Так что 2 дня можете в воскресенье сделать, понедельник, выходной себе. И использовать этот день для этих важных работ. Ну а инкубация в это время никаких птиц, яиц, любых птиц не укладываем на инкубацию. Это не благоприятное время для того, чтобы получить здоровый молодняк. А теперь более подробно рассмотрим тему здоровья. Итак, в пятницу и субботу, 15 и 16 апреля и полнолуние. И здесь время как раз знака весов. Поэтому будьте внимательны. Здесь в первую очередь весы, а через несколько секунд мы поговорим, что нельзя делать. Итак, уязвимы в весах почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. В дни полнолуния ни в коем случае нельзя проводить плановые операции, любые операции. Но в весах особенно, обратите внимание, нельзя проводить урологические операции. Итак, на что нужно обратить внимание в дни весов? Это нужно держать в тепле ноги, область таза, чтобы не застудить почки, а также мочевой пузырь. Сейчас многие работают в огороде, в саду, будьте внимательны, не простужайтесь и не переохлаждайте свои ноги. Ну и нельзя в это время употреблять алкоголь. И буквально пару предложений о питании. Очень важно в это время использовать вегетарианскую пищу. Так что у вас есть, какие есть овощи, фрукты, все это используйте. Каши варите в это время, супы и используйте проростки. Они очень популярны и хороши сейчас для салатов, ну, естественно, для здорового нашего организма. Идем дальше. 17 и 18 апреля Луна будет находиться в знаке Скорпион. А в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы и мужские, и женские, мочеполовая и нервная системы. 17 и 18 апреля, несмотря на то, что это Скорпион, казалось бы, нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы, но это время сожженного пути полнолуния, поэтому в это время и эти, и другие операции не рекомендуются. И, кстати, обратите внимание, обостряются болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Кстати, под угрозой вся воспроизводительная система, а также повышается риск заражения половыми инфекциями. И несколько слов о питании в это время. Постарайтесь в это время, конечно же, использовать низкокалорийную, но богатую белками пищу, и она должна быть сбалансирована по основным питательным веществам, витаминам, микроэлементам. Конечно же, очень хорошо зеленушка различная, то, что появляется. Готовьте картофель, ешьте яблоки, то, что есть у вас. И, пожалуйста, берегите в это время снова же ноги и область таза, не переохлаждайте, держите их в тепле. Вот и подошел к завершению сегодняшний выпуск. Раиса Греченко, Александр Волик, авторы этого канала, желают всем вам здравия, мира,
Будьте в это время миролюбивы. Держитесь в спокойствии, несмотря ни на что. Мира и добра каждому дому. Всего вам самого доброго и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!